Привет, друзья! Я обычно не суюсь в высокие материи и научно-познавательную философию. Но сегодня мне захотелось немного расшевелить ваше серое вещество. Вот смотрите. Двоичная система числения используется во всей цифровой технике. Каждая клеточка означает 1 бит информации. 1 байт состоит из 8 бит. Каждый бит может содержать либо 0, либо единицу. Кодировка привычных нам цифр десятичной системы счисления производится следующим образом. Если во всех битах байта записаны нули, это десятичный 0. Если 7 нулей и в крайнем бите единица, это десятичная единица. 6 нулей, единица и 0 в конце – двойка. 6 нулей и 2 единицы в конце – тройка. И так далее, пока все биты не заполнятся единицами. Чтобы узнать максимально возможную цифру, которую можно закодировать в одном байте, нужно 2 возвести в 8-ю степень. Получим 256. В эпоху зарождения цифровой вычислительной техники этого было более чем достаточно. Потому что еще не существовало носителей информации, с которыми фактически уже мог бы работать прибор. Но со временем появились новые технологии, и емкость носителей увеличилась. 1 байта для адресации вычислений стало недостаточно. Из байт стали составлять слова. Сначала 2 байта. Это 16-битная система. Затем 4 байта. 32-битная система. Затем 8 байт. 64-битная система. Хорошо. Надеюсь, мое краткое вступление было понятно. Особенно программистам и разработчикам цифровой техники. Давайте я возьму другой листочек и начну потихоньку взрывать мозг. Тут такие же клеточки, как и на первом листе. 1 байт, состоящий из 8 бит. Только теперь 1 бит будет иметь не 2, а 3 значения. 0, 1 и минус 1. Кодировка десятичного нуля остается прежней. 8 нулей. Кодировка десятичной единицы тоже схожа. 7 нулей и в крайнем бите единица. А вот дальше интереснее. Двойка – это 7 нулей и в крайнем бите минус 1. Тройка – 6 нулей, единица и 0. Четверка – 6 нулей и 2 единицы. По аналогии заполняю остальные байты. Максимально возможная цифра, которую можно закодировать троичной системой счисления в 1 байте, это 3 в 8 степени. Равно 6561. Сравните с числом на первом листочке. В 16-битной системе это будет уже 43 миллиона 46 тысяч 721. А если в конце концов избавиться от плоского мышления и перейти к трехмерным массивам, то даже в 16-битной системе можно адресовать 43 миллиона 46 тысяч 721 в 3-й степени бит в троичной системе счисления. 64-битную систему теперь можете с легкостью посчитать сами. И в конце ролика самое интересное. Для перехода от двоичной к троичной системе счисления надо просто заменить привычный транзисторный ключ на дифференциальный. Не забудьте подписаться на канал, если до этого момента по каким-то причинам вы этого не сделали. Утомлять вас физикой и математикой не собираюсь, но иногда встряхивать серое вещество буду. Желаю вам крепкого здоровья.